Я приветствую международную аудиторию телеканала РТВ. Это разговоры с Лобковским, психолог Михаил Лобковский в нашей московской студии. Снова приветствую, снова полчаса будем говорить о том, что у нас у всех в головах. Я уверен, сегодня тема суперпопулярная — это депрессия. Потому что, мне кажется, каждый, если сам у себя, если специалист не ставил этот диагноз кому-то, то я уверен, что многие задумывались таким методом самодиагностики о том, не депрессия ли у меня. Вообще в практике это насколько распространенный диагноз? Вот правда ли это первое место среди всех Депрессия одна из, ну я не работаю в организации здравоохранения, это одна из самых распространенных, хотел сказать, инфекций. Многие считают, что это заразно, кстати, но не через бактерию или вирус, а обстановка депрессивного влияет на членов семьи. Это очень распространенное заболевание. Это заболевание, и я хочу об этом сказать два слова. Я психолог. Это больше все-таки разговор с психиатром, поэтому я постараюсь не выходить за свою компетентность психологическую и не перелезать, так сказать, в епархию врачей. Но люди чувствуют, конечно, что-то, но не знают, что. Ну вот здесь самый главный вопрос, который многие, я уверен, гуглили и задавали сами себе, может быть, обращались к специалистам. Как дифференцировать, как определить, это вот просто сезонное, не знаю, не сезонное, ситуативное какая-то хандра, плохое настроение и депрессия. Слышал, что одно из главных определяющих свойств — это какая-то длительность. Вот если этот промежуток продолжается больше, там, условно, недели, 2 месяцев и так далее, это уже депрессия. Ты знаешь, самый простой способ пойти к психиатру. Кстати, давайте это тоже людям объясним. Человек, который может понять, есть ли у вас депрессия в клинической форме, и прописать вам лекарство, называется психиатр. Но слава богу, что нас смотрят за рубежом, потому что российские граждане боятся слова психиатр, потому что в СССР была карательная медицина и карательная психиатрия. Поэтому даже сама идея прийти с паспортом, постановки на учет и так далее, у людей прямо убивает любое желание пойти лечиться. Слава богу, времена прошли, и если вы не понимаете, что это, но вам плохо, во-первых, если у вас вообще возникает вопрос, что что-то с вами не то, с чем не то, ваше настроение, или оно колеблется, есть такое еще заболевание циклотемии, когда у людей меняется настроение, или у вас снижен жизненный тонус, перед депрессией есть астения. Это состояние снижения интересов, снижения тонуса, апатии, вялости и так далее, которое, если не лечить, кстати, перерастает потом в депрессию. Вот если вы чувствуете, депрессии на самом деле очень много. Есть раздражительные, есть тоскливые. Ты говоришь, там, сколько длится эпизод. Есть реактивная депрессия. Это депрессия как реакция на что-либо. На смерть близкого человека, на разорение, увольнение с работы, войну и так далее. То есть есть объективные вещи, которые провоцируют у человека проблемы с психикой, депрессию. Есть состояние, ну, там, усталости, да? Человек думает, что депрессия. Нет, он поспал, съездил на недельку, отдохнул, приехал бодрячком, никакой депрессии нету. Если человек в течение длительного времени, ну, скажем, ты взял неделю, ну, 2 недели, да, чувствует дискомфорт, что это значит? Плохо, чувство тревоги, чувство беспокойства, разбитость, сонливость, усталость, апатия, отсутствие мотивации, отсутствие желаний, нежелание идти на работу. Тут сейчас все наши зрители пошли к психиатру, да, сказать, желание это мое, да. Вот эти состояния, то это повод не копаться в интернете, это бред. Врачи даже не смеются, потому что они считают, что многие еще самолечением занимаются. А идти к врачу, специалисту, сказать: доктор, о чем разговаривает врач, психиатр? Он спрашивает тебя про твое состояние. Расскажите, что вы чувствуете. Ты начинаешь говорить, что ощущение вот такое, что я прихожу домой, у меня нет сил разговаривать, люди меня раздражают, я хочу выключить свет и повернуться зубами к стенке. Вот при там тяжелой форме депрессии, например, люди перестают чистить зубы, мыться, есть забывают, и не раздеваются, спят в одежде и в ботинках, и на улицу не выходят подолгу. Но это уже совсем такая запущенная уже форма. То есть вот при этих симптомах, даже первых, человек должен понять, что есть проблема, и не стесняться
идти к врачу. Но все же какие-то, чаще всего же, из-за чего это происходит? Это мы уже разобрались. Чаще реактивная всего, история. Первое, но самое понятное всем людям, это реакция на ситуацию. То есть что-то произошло в жизни, огромный стресс. Психика не переварила этот стресс. И она дала сбой. И сейчас я об этом тоже хочу рассказать. С точки зрения медицинской, депрессия – это неплохое настроение. Это проблема с метаболизмом нейротрансмиттеров в коре головного мозга. То есть это чисто органическая история, она не Это биохимия, да. Это, значит, за наше состояние, за наше настроение отвечает, давай не буду я умничать и говорить на каждое слово нейротрансмиттер, гормонами назовем. 3 главные гормона вот, по поводу депрессии, о которых мы говорим. Серотонин, дофамин, норадреналин. Из них вот это дофамин и серотонин на самом деле еще, так сказать, более распространены, хотя норадреналиновые проблемы тоже есть. Значит, вот тут хочется как-то ограничить себя и в медицину все-таки не залезать, да? А когда у человека идет нормальный метаболизм этих нейромедиаторов, нейротрансмиттеров, гормонов, то он себя чувствует шикарно, как мы с тобой прямо сейчас. Мы улыбаемся, у нас живая речь, эмоционально окрашенная. При депрессии люди очень вяло разговаривают. Они так приходят и говорят: доктор, я так себя плохо чувствую, я так, как в том анекдоте, бабушка приходит, говорит: доктор, я так вот бывает лягу, говорит, и лежу, знаешь, да, лежу, говорит, потом сяду так, и бывает я так сижу, потом, говорит, женщина, вы идите. Вот когда у человека вот, депрессия, он так разговаривает, у него вялая речь, эмоционально никак не окрашена. Вот. А за все это, за эти процессы отвечают вот эти вот гормоны. Серотонин, дофамин, вот это. При депрессии их метаболизм нарушается. Например, их выработка недостаточна. У человека становится вялым, апатичным, слезливым, тоскливым, раздражительным. Бывает гнев наоборот. Но все это ненормальные эмоции, потому что они напрямую зависят от выработки этих нейромедиаторов. Так вот, в основе депрессии, в ее клинической форме, в медицинской форме, тогда, когда людям прописывают лекарства, это история о том, что этот метаболизм нарушен, человек нездоров. Ну, лекарство — это довольно такая уже серьезная история, а многие, причем я знаю и наблюдаю даже, пытаются прибегать к самолечению. То есть, ну, в тех же Штатах есть очень много биологически активных добавок. Опять мы сейчас в медицину, конечно, немного уходим, но тем не менее. Аминокислоты и так далее. То, что, как заявлено производителем, может помочь улучшить настроение и вообще сделать взгляд на жизнь более позитивным. Это по опыту насколько эффективная штука, или это плацебо в основном? Ты знаешь, я все-таки очень уважаю традиционную медицину. Я считаю, что депрессия – это заболевание, и оно лечится лекарствами. Человек не может бегом на 100 метров, потреблением пива или водки, у нас свой способ лечения депрессии, решить вопрос. Да, когда не было препаратов, депрессию лечили физическими нагрузками, бессонницей, кстати, тоже ее лечили. И там спортом, потому что там эндорфины выделяются, человек как бы бодрее. Во-первых, поди заставь депрессивным спортом заняться, здорово-то не заставишь. Во-вторых, все-таки это заболевание, которое лечится следующим образом. Почему? Ну, я также тоже не хочу опять уходить в медицину. Вот ты про БАДы заговорил. БАДы — это не медицина в чистом да, виде. это биологически активные добавки. Смотри, нарушение метаболизма нейромедиаторов лечится следующим образом. Человек получает пилюльку, препаратик такой, их много сейчас. Они там называются по-разному, там ингибиторы трициклические обратного захвата серотонина, дофамина, бывает сразу на 2 действует нейромедиатора. Они, многие боятся же этих таблеток, думают, вот я психом буду, у меня привыкание будет, я же наркоманом стану. Нет, друзья мои, от антидепрессантов привыкания нету. Почему? Какой смысл этого препарата? Этот препарат просто делает ваш метаболизм здоровым. Вам не хватает серотонина,
Он делает так, что он больше вырабатывает серотонин. Вам нужно убрать адреналин, он убирает адреналин до нормы. То есть не то, что в нем какое-то вещество психотропное, которое прямо... Нет. Все эти препараты, антидепрессанты, они в основном одного действия. Они помогают оптимизировать вот этот вот метаболизм этих гормонов. И все. Поэтому, когда у человека депрессия, ему надо идти к врачу, и врач просто так не будет выписывать. Вот врач как раз тот человек, который скажет: ой, а давайте вы это самое, чесночку весной поешьте, да, побегайте, на рыбалку съездите. То есть врач говорит: я не вижу здесь клинической картины серьезной, да, и вот то, о чем ты спрашиваешь, БАДы, добавки вот эти, здоровый образ жизни, давайте питание пересмотрим, давайте про пищевое поведение поговорим. Врач сам хочет не прибегать к лекарствам. Врач хочет на, так сказать, стадии легкой, да, решить проблему, там, нормализуем сон, режим дня себе сделаем и так далее. Там. Если это реальные заболевания, ну какие добавки? Ну какое самолечение? Только препараты. Мне кажется, многие просто опасаются, что вот сейчас вот пропишут курс, и это даже не вопрос привыкания, а вопрос отмены препарата, и все вернется на круги своя, и теперь все это на, нет, на всю жизнь и так далее. Как правило, редко у кого, по-моему, или вообще ни у кого, или почти ни у кого нет синдрома отмены. Кстати, мы про Америку вспомнили, как ее называют нации Прозака. Значит, Прозак, ну, это я хочу людям тоже объяснить. Ну, просто есть такие, как клише, да? Там, памперсы, мы же знаем, что это не бумага, это название компании, но мы все... Ну, как Ксерокс. Да, как Ксерокс, да. Так вот, Прозак — это не антидепрессанты все. Это антидепрессант, не помню, там, 2-го, 3-го, 4-го поколения. Ну, ему несколько десятилетий, да. 30 миллионов человек в США, 30 миллионов, это население больше многих стран, пили Прозак в США. Вообще, ну, поэтому я не помню, кто это придумал, это роман, кино, что США это нация Прозака. Прозака, да. Сейчас уже есть препараты, по-моему, 8-го и 9-го поколения. В чем разница? Меньше побочных, более чистый препарат, более избирательно влияет на конкретный участок коры головного мозга, вот конкретно на эту проблему, и создает меньше побочных проблем. Поэтому я сам считаю, я вообще обожаю медицину, я люблю врачей, я тащусь от лекарств. Я считаю, кто много лечится, тот долго живет, а главное счастливо. По поводу возрастных групп, где это чаще всего встречается? Есть, не знаю, миф, не миф, насколько это распространенное суждение, что с возрастом, чем старше человек, тем более он подвержен депрессии. Возможно, это опять же связано с органическими изменениями коры, не коры головного мозга, тоже вообще ни разу не специалист в области медицины. Ну, Андрюша, ты правильно, настолько правильно копаешь, хочешь сказать, может быть, это было бы твое второе призвание? Черт его знает. Да, ты угадал. В общем-то, правильно ли я понимаю? Правильно да. ты понимаешь. Значит, есть такое мнение психиатров, что после 65 лет, не хочу врать, по-моему, не 60, а 65, все должны пойти к врачу. Почему? Вот все, что ты сказал, я только могу за тобой повторить. Потому что с возрастом гормоны уже не те, уже метаболизм меняется, а у людей вообще, как сказать, другой статус, и психически другой статус, и физически другой статус, да? Там все другое, там мозг по-другому работает, там кровь меняет, там давление другое. Ну, короче говоря, многие психиатры, большинство психиатров в мире считают, они не говорят, вы должны пить таблетки, не-не-не, вы должны пойти к врачу после 65. И если вы просто так, вам просто вот посмотрели в паспорт, о, 65, а бывает, когда вы даже 65 нет, а вы прям чувствуете, что состояние ухудшается. Ну, например, было 50, вы работали, вы были востребованы, у вас были деньги, вас все уважали, вы с утра знали, зачем вы живете, и каждый день был чем-то наполнен. 60, работы нету, денег нету, идти некуда. То есть дело не в том, что вам еще 65 нету, дело в том, что ваша жизнь объективно изменилась. Это повод, если вы чувствуете из-за этого унылость, уныние, разочарование в жизни, апатию, вы не знаете, зачем вам вставать, вам некуда идти, вы были востребованы, теперь вы никому не нужны, у вас ощущение брошенности. Вот это повод идти к врачу, потому что дело не в паспорте, а дело в том, что у вас образ жизни.
Был такой гениальный фильм в советское время с Михаилом Ульяновым. Он был директором крупного завода, и его на пенсию отправили. И он начал психовать. Он, потому что всю энергию на заводе растрачивал, орал там, строил всех, а тут все, дома теперь. Все это дерьмо теперь дома. Завода нету. И он начинает всех строить, орать, невыносимость. Не может привыкнуть к изменению статуса. Это повод, это, во-первых, может в депрессию перейти, а во-вторых, повод пойти к врачу. Окей, а как быть тогда с подростковой депрессией? Вообще существует ли она? Или это тоже вопрос смены статуса? Но... Прямо умер в тебе психиатр, прямо в каждом вопросе, не в бровь, а в глаз. Черт. Умничка. Почему в подростковом возрасте тоже есть юношеская так называемая депрессия? Потому что если у стариков все эти процессы как бы немножко угасают, да, то у молодых они только формируются. Я приведу очень простой пример, понятный каждой женщине. Если женщине 35 лет, и у нее нарушен менструальный цикл, у нее что-то происходит. Ей надо идти к гинекологу, к врачу, сдавать анализы. Что-то не то. Может, воспаление, может, еще что-то. А если у девочки 13 лет, у нее вообще цикла нету менструального, говорит, ну да, она же ей 13 лет, какой менструальный цикл? А причина та же самая, это как болезнь. Но просто это не считается болезнью, она маленькая еще. Но по ее переживаниям, по гормональным проблемам, это то же самое, что гормональный сбой в 35. Но мы к этому относимся так, как будто это, ну, возрастное. Эти мальчики-подростки, да, сумасшедшие, ну, возрастное. Суицид детский, нюханье клея и все остальное, ну, возрастное. На самом деле депрессия в этом возрасте такая же, да не такая же, а более острая может быть, чем в пожилом. Потому что очень неокрепшая психика, как у маленького ребенка, при этом амбиции, как у взрослого человека. Это порождает конфликт. Плюс сердечно-сосудистая система не успевает за костно-мышечной. То есть, ну, в этом возрасте, в детском, подростковом, они растут быстро, а сердце, да вообще надпочечники, гормоны не успевают все это рост обслуживать. Дети идут в разнос. Что это значит? Они становятся крикливыми, слезливыми, они всеми устают, у них нет сил, им задают дофига, у них наоборот самый тяжелый период, так сказать, академический в жизни, а им хочется просто лечь и поспать. Да, плюс они начинают пить, курить. По статистике даже наркотики, нюханье клея в России в 12,5 лет начинается, а секс 15,5, многие просто не знают. Так вот, а у них самый тяжелый период, именно гормональный тяжелый период. И, к сожалению, в этом возрасте очень часто бывают эти депрессивные эпизоды. Я никто, меня никто не любит, я полный урод, я не такой, как все, или я такой, как все, это еще хуже, и так далее. И это, конечно же, повод родителей, тут уже без родителей не обойдешься, понять, что не надо воевать с ребенком, не надо говорить, что у него ЕГЭ – это самое большое событие в его жизни. Надо понять, что ему плохо, ему требуется помощь. И вот тут мы подходим к вопросу, как это понять, как это распознать. Причем это касается не только детей, опять же, тех же пожилых членов семьи. Вот на что надо обратить внимание, что должно насторожить, к чему надо присмотреться другим родственникам. Да не знаю, даже элементарно окружение. Изменение поведения, изменение массы тела. Ну, например, такие тяжелейшие заболевания, как анорексия и булимия, это же тоже все родные сестры и братья, депрессии, да? Когда девочка вдруг перестает есть, блюет вместо этого, вызывает рвоту. Когда мальчик говорит, я весь такой страшный, прыщавый, мелкий, и страдает из-за этого, и тоже пытается что-то делать. Нарушение сна. Многие не могут заснуть. Типа, положи телефон, спи. А вы думаете, если бы он мог спать, он бы в телефон играл? Тут такая взаимоисключающая история. Он играет, ему тревога, он должен ее на что-то сбросить. Постоянные тревоги, страхи, постоянное недовольство собой, непринятие себя, смена настроений, от ржания к плаксивости, от гнева к радости. Вот все вот эти симптомы могут насторожить родителей и должны их насторожить.
Но тут, в общем-то, чаще всего люди ссылаются на то, что это возраст и так далее. Мне кажется, здесь проблема еще в какой-то низкой культуре именно восприятия Ты знаешь, этой угрозы как серьезно. Не то, что низко, а просто в отсутствии культуры. Никто ребенку не будет просто так прописывать никакие антидепрессанты. Более того, это же врачи, которые с детьми работают, это детский врач, пусть он психиатр, психоневролог и так далее, но это детский. И он, наоборот, будет что-то щадящее предлагать. Может быть, как раз вот твои эти БАДы и понадобятся, да? Или какие-то более здоровые отношения в семье, где не надо эту гонку устраивать за этими экзаменами, чтобы у ребенка был режим, чтобы он высыпался, отдыхал. Кто-то предложит перевести в нормальную школу, церковно-приходскую, а не в самую крутую, чтобы он там загнулся просто. И так далее. То есть здесь как раз очень много коррекций. Я сейчас очень плохо помню, потому что я закончил работать в школе, когда мне было 29 лет. Угу. То есть в 30 я уже в школе не работал, а сейчас мне уже 58. Но что-то я еще помню из школьных, да, и старшеклассники, вот их внутреннее состояние достаточно тяжелое и нестабильное. Самый спокойный период у детей – это возраст примерно, вот у них заканчивается кризис трехлетнего возраста от 4 и до 12. Вот они спокойные, они то в садик пойдут, то тебе в школу, хочешь тебе посуду помоют, хочешь пятерку принесут, а до 4 они пытаются найти место под солнцем, у них острый конфликт с родителями, они на все говорят нет, а после 12, извиняйте, у девочек начинаются месячные, у мальчиков полюции, и все идут в разнос. 13, 14, 15, к 16 постепенно начинают устаканиваться, успокаиваться. И, в общем, те, кто пережил этот период вовремя, к 18 уже чувствуют себя нормально. Но это периоды тяжелые, и депрессия там может быть, конечно. Рассмотрим следующую ситуацию. Вы как родственник наблюдаете за своим родственником, неважно, младше он у вас, старше, понимаете, что что-то не то, но человек отвергает попытки помочь. То есть ты убеждаешь его в том, что необходимо обратиться к специалисту, к медику. Он ни в какую, у меня все нормально, ну или, не знаю, как-то по-другому это может проявляться. Здесь что делать и как далеко и до каких пределов это может довести? Здесь очень болезненная тема. Есть закон по этому поводу. Принудительно ты можешь лечить его только в том случае, если его состояние может нанести ущерб жизни и здоровью его или других людей. То есть, если человек настолько ведет себя неадекватно, что реально представляет угрозу для себя или для других, то это через суд принимается решение о принудительной госпитализации и лечении. Но ты же понимаешь, что это не... Ну, вряд ли это случай депрессии какой-то. Нет, я и про депрессию или тоже, же... ну, конечно. Ну, там бывает, когда человек, ну, как, там, на фоне... Ну, это, как сказать, это не только депрессия, вот это та же самая булимия, да, там, человек весит уже, там, 35 килограмм. Девчонка, которая 1,90 м роста, да, что с ней делать? Ей придется лечить. Почему? Она умереть может просто от дистрофии. Или анорексии, да, или переедание. Кстати, они вместе, булимия с анорексией существует. А попытка, как это, жена Льва Толстого, Софья Андреевна, она себя ножницами колола, в грудь пыталась себе заколоть. Ну, с таким мужем это и можно понять, конечно. Ну, это да. Вот. То есть в таких ситуациях, во всех других случаях, это очень грустная история, но вы ничего сделать не можете. Все эти разговоры, я ему тут суп подсыплю, нет. Вы можете себя обезопасить. Например, есть семья, и в Израиле у меня был такой случай, когда ко мне приходил мужчина, у которого дочь и жена, а жена, вот я не помню, как этот вид депрессии называется, она видит в себе все заболевания, читает медицинскую цепочку. Ипохондрия. Ну, ипохондрия. Ну, это отдельное да, заболевание. она умирает 24 часа в сутки. То есть она не работает, из дома она не выходит, она лежит. И все, что ее интересует, ну вот это еще тоже мое. И вот это еще. Справочник практического врача. Да. Настольная книга. А она и в доме абсолютно кладбищенская обстановка. Ну, то есть вообще невозможно. И ничего с ней не сделаешь с женой. Ну, то есть она как бы не умирает, но мозг уносит так,
что потом, так оказалось, мы начали работать с этой семьей, дочь из дома стала убегать, дочь пить начала, там вообще жесть, школу бросила и так далее. Вот такая ситуация. Муж говорит, тебе надо лечиться, хотя бы к психологу. Окей, лечиться не хочешь, начни чего-нибудь, пойди к психологу. Жена отказывается. Ну, плохо там закончилось, потому что у дочери начались серьезные проблемы, потому что дочь хотела все время выйти из этой кладбищенской обстановки, но это невыносимо. Когда лежит ее мать, которая молодая женщина, там лет 35, не знаю, и так стоит все время, мне плохо, я сейчас умру. И это каждый день, годами. Вот. Но это больной человек, она не симулянтка, не надо думать. Это болезнь так выглядит. Но лечиться она не хочет. Вот сейчас, ну тогда мне было там 30 лет, сейчас чуть побольше, я бы сказал, отец ко мне приходил. Говорит, слушайте, ну раз такая ситуация, значит вы жене предложили, она не хочет, окей, вы тогда вынуждены, видимо, разъехаться с ней. То есть вы должны обезопасить ребенка и ребенка вывести из этого эпицентра депрессии. А говорит, а жена? Ну, жена, значит, имеет возможность лечиться. Но она не лечится, это ее выбор. В общем, да здравствует медицина, единственное, что грустная история. Сказать. Однажды, когда я еще работал на «Эхо Москвы», позвонила женщина и сказала, вот сын у меня наркоман, и он погибает, что мне делать? Я говорю, ничего. Смотрите, как погибает. То есть, с точки зрения юридической, вы ничего не можете сделать. Но попробовать, я думаю, в любом случае, наверное, можно. Хотя каждый предложить можно. Себя, да. Умирать, спасать, грудью, так сказать, амбразуру закрывать нет. Люди знают, что у них есть такая возможность, правда, то, что половина из них не признают, что у них вообще проблемы есть и так далее. Но, к сожалению, законодательно вы не можете заставить человека лечиться. Но если другого не можете заставить лечиться, хотя бы отправьте себя к врачу, если есть такая потребность. Спасибо, Михаил Лобковский. Говорили о депрессии. Заходите на YouTube-канал RTVI, ставьте лайки, комментируйте. До встречи.